Друзья, если у вас нет возможности, времени, желания, сил читать повесть Эрнеста Хемингуэя «Старик и море», смотрите это видео и будете знать о том, как старик Сантьяго боролся в море с огромной рыбой, столько же, сколько и человек, который прочитал эту повесть. Написал ее Хемингуэй в 1952 году, а через 2 года получил за эту повесть Нобелевскую премию. События повести происходят где-то на Кубе. Одинокий старый рыбак Сантьяго никак не может поймать рыбу. 84 дня он ходил в море и все без толку. Первые 40 дней с ним был мальчик Манолин, но родители сказали ему, чтобы он выходил в море на другой лодке, потому что старик невезучий. На новой лодке дела были веселее, рыбу ловили. Мальчику грустно было смотреть, как старик возвращается ни с чем. Он ему помогал относить домой снасти или парус. Это старик научил мальчика рыбачить, потому он его любил. Впервые старик взял Манолина на рыбалку, когда ему было 5 лет. У них ранее бывали и удачные дни, и неудачные, по-разному. Они часто общались вместе, в основном о рыбалке и бейсболе. Старик был беден. Сеть он давно продал, паруса и рубашка были в заплатах. Мальчик носил ему еду, чтобы у старика были силы выходить в море. Он подумал, что надо будет раздобыть для старика мыло, полотенце, новую рубашку, зимнюю куртку, обувь и одеяло. На следующий день Сантьяго проснулся, когда еще была луна. Он пошел будить мальчика. Потом они вернулись в дом к старику. Взяли снасти, багор, паруса и понесли их к лодке у моря. Перед отплытием Сантьяго сказал мальчику, что сегодня он верит в удачу. В море старик еды не брал, только бутылку воды, которой до вечера ему точно хватит. Вместе с другими рыбаками он отправился в океан. Старик заранее решил, что сегодня он уйдет далеко от берега. Он любил море и думал о нем как о женщине, которая дарит рыбакам свою милость или отказывает в ней. Старик кинул в воду приманки на разные глубины и поплыл по течению. Солнце уже взошло, и он увидел другие лодки, которые были гораздо ближе к берегу. Птицы с высоты видели рыбу и кружили над ней. Сантьяго поплыл туда. Он разговаривал с птицами, с рыбой, сам с собой. Немного завидовал богатым, которые могли позволить себе брать в лодку радио и слушать новости о бейсболе. Первый его улов – это тунец, которого он хотел использовать как наживку. А в полдень старик почувствовал, что рядом появилась большая рыба. Он умолял ее съесть его наживки. И тут она клюнула. Старик сразу почувствовал огромную тяжесть. Леска стала распутываться. «Ешь наживку, чтобы крючок попал тебе в сердце и убил тебя. Всплыви сама и дай мне всадить в тебя гарпун», — сказал он рыбе. Старик попробовал подтянуть леску к себе. Ничего, она только натянулась. И он понял, что лодка поплыла вслед за рыбой, как на буксире. Старик сожалел, что рядом не было мальчика, который мог бы ему помочь. Благо, что рыба плыла, а не шла на глубину. Время шло. «Когда уже ты умрешь?» – думал старик. Но рыба все плыла и плыла на северо-запад, уходя далеко от берега. Земли уже не было видно. Все это время старик не знал, кого он поймал на крючок. Рыба не показывалась. «Это может быть марлин, или меч-рыба, или акула», – подумал он. На небе появились звезды. Старик думал, что ему еще никогда не попадалась такая сильная рыба. Он вспомнил, как он однажды вместе с мальчиком поймали самку марлина, при том, что ее самец все время был рядом. Он уплыл только тогда, когда самку старик затащил в лодку. «Блин, ну сколько она может плыть?» – подумал старик.
Когда солнце встало, Сантьяго понял, что рыба и не думала уставать. Одно радовало – рыба поднялась ближе к поверхности воды. Старик очень хотел ее увидеть. «Господи, заставь ее вынырнуть!» – просил он. В этом был смысл. Если она вынырнет, то пузыри, которые идут вдоль хребта рыбы, наполнятся воздухом, и она не сможет больше уйти на глубину. Старик обратился к рыбе. «Рыба, я тебя очень люблю и уважаю, но я убью тебя прежде, чем настанет вечер». На лодку села маленькая птичка. Пока она сидела, старик с ней разговаривал. Рыба плыла уже не так быстро. Держа одной рукой леску, второй он разрезал тунца и съел его. Он бы и рыбу свою покормил, но он должен был ее убить. Левую руку, которой старик держал леску, свело судорогой, она не слушалась. «Жаль, что мальчика нет, он бы мне руку растер», – думал Сантьяго. И тут он впервые почувствовал, что тяга ослабла. Рыба поднималась на поверхность. Она была огромной. Это был марлин. Рыба была длиннее его лодки. Такой он еще никогда не ловил. Рыба снова нырнула и поплыла дальше. Старик обратился к Богу, в которого не верил. «Я прочту 10 раз Отче наш и Богородицу, если ее поймаю». Солнце клонилось к закату. Рыба плыла дальше. «Если ты еще не устала, ты и в самом деле необыкновенная рыба», — сказал ей Сантьяго. Чтобы немного отвлечься, старик думал о бейсболе. И потом подумал об акулах. Если они появятся, плохо будет и ему, и его рыбе. Он вспомнил, как однажды в таверне Касабланки, это Марокко, Африка, он состязался в армрестлинге с могучим негром, самым сильным мужиком в порту. Они просидели сутки друг напротив друга. Люди делали ставки, судьи менялись, а они все сидели. На рассвете Сантьяго прижал таки руку негра к столу и победил. Потом он еще раз с ним боролся, но вторая победа досталась легко, потому что дух негра был сломлен в первой схватке. Сантьяго забросил армрестлинг, решив, что правая рука ему больше нужна для рыбалки, а не для ерунды. Пробовал бороться левой, но левая была слабее. Старик поймал макрель, значит, голодным не останется, в отличие от его рыбы, которая уже долго ничего не ела. В желудке макрели старик нашел 2 летучие рыбы, тоже еда. При свете звезд он начал есть сырую макрель. Боже, какая она противная, когда сырая! Никогда больше не выйду в море без соли и без лимона, решил старик. Он заснул. Проснулся от рывка. Рыба снова показалась на поверхности воды. Она много раз выпрыгивала из воды. Старик обрадовался. Теперь рыба наполнилась воздухом и не сможет уйти на глубину. Когда встало солнце, рыба начала делать круги. Верный признак ее усталости. Впервые за все время леска ослабла, и он начал не спеша подтягивать ее к себе. Прошло 2 часа. Рыба все еще делала круги. Старик очень устал. Перед глазами появлялись черные пятна. Он пообещал Богу прочесть по 100 раз «Отче наш» и «Богородицу», если он поможет ему. Рыба стала ближе, но еще не до такой степени, чтобы ее можно было поразить гарпуном. Ее убийство было теперь вопросом времени. Старик высоко поднял гарпун и со всей своей оставшейся силой вонзил рыбе в бок. Попал прямо в сердце, как и хотел. Ее кровь окрасила воду. Старик очень устал. Но нужно было доделать работу до конца, привязать рыбу к лодке, установить парус и поплыть домой. Она весит не меньше полутонны, а может и больше, подумал старик.
Он прикинул, сколько заработает денег, продав такую рыбину. А пока нужно было что-то поесть. Он вытащил из воды водоросли, в них были креветки. По ветру лодка шла хорошо. Прошел час, когда его настигла первая акула. Это было ожидаемо. Странно, что старик об этом раньше не подумал. Похоже, надеялся на авось. Кровь от его рыбы привлекла акул, которые были очень далеко. Первая акула вцепилась зубами в рыбу. Старик взял гарпун и ударил им в голову акулы, убил ее. Но при этом гарпун остался в ней. Акула пошла на дно вместе с гарпуном. Хреново, подумал старик, очень хреново. Теперь приплывут и другие. Лучше бы это все было сном, а я сейчас проснулся бы в своей кровати. Старик привязал нож к веслу. Скоро подплыли сразу две акулы. Ножом на весле он смог и их убить. Но они успели хорошо полакомиться его рыбой. Съели около четверти. Старик извинился перед своей рыбой за то, что с ней сделали акулы. Он убил и четвертую, но на ней сломался нож. У старика остался багор, весла и дубинка. «Я слишком стар, чтобы убивать акул дубинкой», – подумал он. «Но я буду с ними сражаться до конца». Следующие акулы напали перед закатом. Старик отбивался от них дубинкой. После этого сражения осталась половина его рыбы. Он пожалел, что не отрезал у своей рыбы меч. Тогда бы он мог привязать его к веслу и сражаться им. Около 10 вечера он увидел огни города. А в полночь на его рыбу напала сразу стая акул. Он бил их дубинкой, но это было уже бесполезно. Им больше нечего было есть. К своему поселку он подплыл поздно ночью. Вокруг была тишина. И только тогда он понял, до чего же сильно он устал. Старик повернулся к своей лодке и в свете фонаря увидел огромный хвост рыбы, позвоночник и голову с мечом. Пока старик спал, к нему пришел мальчик. Он приходил каждое утро. Увидел его ужасные руки и заплакал. На море был сильный ветер, потому лодки не вышли сегодня на рыбалку. Вокруг лодки старика собралось много рыбаков. Они рассматривали то, что было привязано к ней. Кто-то померил скелет. 18 футов, то есть 5,5 метров. Когда старик проснулся, он сказал мальчику: «Акулы одолели меня». «Но ведь рыба тебя не одолела?» «Рыба нет». Старик разрешил мальчику взять меч рыбы. Мандолин сказал, что старика искали, и береговая охрана, и самолеты. И еще сказал, что теперь они будут рыбачить вместе. Мальчик принесет ему удачу. Ведь ему еще многому нужно научиться у старика. Старик снова заснул. Ему снились львы. На этом все.